Всем привет, друзья! Надеюсь, у вас была тихая ночь, спокойная ночь. Видео, как всегда, выходит утром. Я ужасно спала. Во-первых, посмотрите, что с моим лицом. У меня на нервной почве от плохого сна на носу непонятно что. Я сейчас буду лечить это все. Вот, нужно приводить себя в порядок. Пью кофе. Значит, заснула я в 3 часа ночи. В 4 меня разбудила кошка. Я вам говорила, что она подходит к двери входной и начинает стукать лапой. И только ты шевельнешься, вот я только шевельнусь, она сразу начинает убегать. Ее фиг догонишь. И так тупо постоянно. И до 9 часов утра я не спала. То есть в 3 заснула, в 4 проснулась, до 9 не спала. Потом вырубилась, и сейчас у нас половина второго дня, и я только пью кофе. Это капец. Я не знаю, что с ней делать, честно. Я уже на балкон ее выбрасывала. Вот. И она не за котами. У нее вот какой-то, не знаю, то ли стресс. Я бы не сказала, что супер так тихо. Ночью-то тихо было, но вот утром и в обед было громковато у нас здесь. Было так громко, что даже рама окон немножко треск давала. Как-то так. У меня есть вот такое вот детское питание. Я открыла есть самостоятельно. Вот, я помню, в подростковом возрасте тоже ела. Но тут очень много витамин разных, минералов. Вот смотрите, сколько всего. Вот, так как у меня кое-какие витамины позаканчивались для беременных, я вот с чаем ложечку-две себе позволяю. Слушайте, хочу сейчас попробовать сделать блинчики на основе, вместо молока развести это детское питание. В интернете, кстати, такие рецепты есть. Очень любопытно, как получится. И оно немножко соленоватое, кстати. Оно соленое. Оно соленое, по-моему, из-за того, что там в составе есть железо, но, честно, без понятия. Вот. Я не особо сейчас разбираюсь в этих смесях, но это, знаете, как вот сухое молоко, но на кашу это не каша, это именно как сухое молоко для новорожденных. Так, не судите строго. Я первую неделю вообще видела накрашенных макияжем женщин, не понимала, как они могут краситься в такое время. Но я вот решила все-таки сделать себе немножко приятностей. Закрасила корни седые. Вы знаете, кто со мной давно, что у меня вообще половина головы очень седая, виски особенно, то есть до затылка. Вот, и я на днях нашла краску дешевую, поэтому решила разделить ее пополам, закрасила, и хоть более-менее вид буду иметь, знаете, так макияжем не крашусь, но хоть волосы будут в порядке у меня. Хотела седину отпускать, посмотреть, как это будет, но все-таки, когда она закрашена, намного приятнее себя ощущаешь, что ли, как-то так вот. Использовала я обычную краску палет. Вот такую вот палет. И это именно какая-то стойкая крем-краска. Троечку. Я всегда троечку использую, темный каштан. Ну вот сейчас подержу немножко и буду смывать. Так, я уже посушила волосы, и вы только посмотрите, как они у меня отросли. Вообще уже по поясницу. Я, конечно, хочется их подстричь, если честно. Чисто, наверное, это нервное. Вот, но я не буду. Пусть на лето будут длинные, может, кончики подровняю, когда откроется Наташа, наша девочка, которая стрижет Юру. Попрошу машинкой подровнять мне кончики. Вот, а так, в принципе, цвет неплохой. Самое главное, знаете, седину закрасила. Вот, потому что я очень седая. Прям, я, честно, не могу найти видео вам, но те, кто со мной давно, вы знаете, у меня прям вот здесь кусками вот такая седина. Я давно, с 19 лет такая седая. Поэтому нужно было закрасить. Вот, карапузик. Кстати, я померила обхват живота, и за эту неделю у меня он вырос на 4 сантиметра. То есть, наверное, также зависит много от расположения малыша, потому что прям такое чувствую, царапина какая-то. Чувствую прям очень, знаете, такой стал тяжелый, и животик, и объемный. Прям, неудобно. Вот, ну ничего. Я, кстати, там нашла кроватку. Надеюсь, что не кидалово, все получится. Скоро появится кроватка у нас. Так, сейчас я попробую приготовить тесто на пиццу.
Короче, у меня есть мука. Я нашла в интернете, на ютубе рецепт. И сейчас буду... Вот миска для того, чтобы измерять. У меня такая есть металлическая. Подготавливать ингредиенты. Надеюсь, получится. Честно, я сама именно тесто жидкое вот на бисквит готовлю часто, и оно у меня классно получается. Хотя это сложное тесто, говорят. Вот. А тесто дрожжевое, я с ними не дружу. Так, нам нужна мука. Я ее просеяла. Можно еще раз просеять. Вот такая вот ложка соли, неполная. Такая же ложка сахара и 2 ложки дрожжей быстродействующих. Потом это все смешать. Надеюсь, получится. Так, сделала все по рецепту. Знаю, миска маленькая, но ничего, буду наведываться. Вроде как получилось замесить дрожжевое тесто. Надеюсь, что дрожжи сработают и оно поднимется. Вернемся через полчасика, часик, посмотрим. Нужно 1,5-2 примерно. Пока тесто подходит, поднимается, я решила почитать на балконе, но мне так нужно поубираться на балконе после зимы. Сюда ж пепел от соседей налетает. Короче, будем попозже этим заниматься. Но сейчас продолжу читать полезности для беременяшек. Я здесь решила заглянуть. Слушайте, прошло минут 15 всего лишь, а тесто так поднялось, девчонки. Это первый раз у меня такое тесто. Вы понимаете, насколько я не все умею. Ну, руки все-таки с того места, просто не пробовала. Наверное, сейчас немножко еще пару раз помну и мисочку побольше возьму. Короче, девчонки и мальчишки, ну реально, впервые в жизни у меня это все из-за дрожжей. Хорошие дрожжи, поднялось вот так вот тесто, офигеть. Вы посмотрите, какое оно классное. И сейчас буду, вообще только мука, грубо говоря, да, вот дрожжи. Минимум ингредиентов сейчас буду как-то раскладывать на противень. Ну, как-то так получилось. То, что было в холодильнике, то, что уже пропадало, на пиццу самое оно. Тесто получилось светлое, оно так не подрумянилось и очень мягкое в плане... Знаете, такое тесто, оно быстро не засохнет, то есть, в принципе, день-два, ну, кто не доест пиццу, хотя, я думаю, Юра сейчас быстренько приходует ее. Вот, тесто именно вот такое, оно остается мягкое и не засыхает моментально, потому что, наверное, яиц нет. Ну, короче, мне понравился рецепт, мне понравилось, что оно поднялось. Конечно, от дрожжей много зависит. Вот, и буду экспериментировать, когда будет что-то на пиццу, потому что это вот то, что в холодильнике, знаете, чтобы не пропадало. Все подряд. Еще у меня брокколи там есть, можно будет с морозилки достать. Тоже будет сделать такое, знаете, ПП-пиццу. Вот. Но с тестом, честно, вот мороки немножко есть, потому что нужно ждать 1,5 часа, чтобы оно подошло. Можно и не ждать, конечно, но лучше по рецепту подождать. Ну, а блинчики я пробовала делать оладьи. Сделать оладьи из детского питания. Очень много рецептов в интернете есть по поводу таких вот оладьев из детского питания, но, к сожалению, очень сильно... знаете, такой неприятный запах был смальца. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Такой именно старый смалец. Неужели они его добавляют в детское питание? Жиры. Вот именно жиров. Очень сильно так неприятно. Поэтому я одну сковородку сделала, попробовала. На вкус, в принципе, неплохо, но этот запах. И не продолжила, а вылила. Ну вот. Так что экспериментировать больше с подобным не будем. Но по рецепту в интернете очень часто, практически, ну, можно сказать, в каждой семье делают оладьи, когда остается питание, ребенок уже на прикорме, да, уже нормальном. Вот, и делают оладушки. Но вонь такая от этого жира меня смутила. Вот такое тесто получилось. Поближе покажу вам. Вот оно светленькое, но очень даже вкусное. В прошлом году купила весной вот такой вот классный массажер. На Алике заказала. Обошелся он мне, по-моему, в 1000 с копейками. Вот, и он вообще просто невероятно прикольный. Смотрите, это молоток. Вообще цена ему 4-5 тысяч, если у нас в Киеве покупать, а на Алике намного-намного дешевле.
Вот такие дела. И делала Юрке сегодня массаж. Им очень классно разбивать целлюлит, но если, конечно, у вас там варикоза нет, это тоже там много разных противопоказаний. Вот, но так, в принципе, если мышцы болят, после спортзала тоже его используют, но там нужно вычитывать, как правильно, сколько минут, то есть вот так вот. Я делала массаж просто от целлюлита, антицеллюлитный, раньше, когда, помните, марафон проходила, без толку тут марафон. Вот сейчас я думаю, что после этого всего я реально очень сильно похудею. Говорят, что с грудным вскармливанием сильно худеют. Вот, и быстро, в принципе. Ну, не знаю, как будет, посмотрим, конечно. Я сейчас уже все, уже буду укладываться спать. Я спала сегодня плохо. Надеюсь, сегодня удастся нормально выспаться. Вот, и Ева будет, может, ее сразу на балкон закрыть, не знаю, или будет она себя тихо вести. Ну и, конечно же, почитаю перед сном, что мне помогает отключиться. Всем пока и до новых влогов.